Канал Валерия Табакова представляет интервью родителей Вячеслава Зінченка. Добрый день, шановні глядачі 9 каналу. Добрый день, уважаемые зрители 9 канала. 19 июля 2024 года в 19:30 во Львове неизвестный ранил языковеда, педагога, украинского общественного и политического деятеля Ирину Фаріон. В тот же день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась в больнице, и уже через несколько дней в Днепре, в собственном доме, был задержан в качестве подозреваемого 18-летний днепрянин Вячеслав Зінченко. Сегодня к нам в студию мы пригласили родителей Вячеслава, Федора и Елену Зінченко. Приветствую вас, госпожа Елена, господин Федор. Добрый вечер. Первый вопрос, наверное, к отцу о суде. Когда следующее заседание и что потребуют стороны защиты и обвинения? Следующее заседание наш адвокат планирует примерно через 30 дней. Он пытается подать еще апелляцию на избрание меры пресечения, которая сейчас выглядит как содержание под стражей без права внесения залога. Целесообразность этого мероприятия мы с ним будем предварительно обсуждать. Пока так. Возможно ли это юридически? Юридически такая возможность есть. Будет ли это удовлетворено или нет, решит суд. Есть ли какие-либо замечания по суду? Я хочу в целом общественности донести тот, на мой взгляд, произвол, который сейчас имеет место в ходе досудебного расследования в отношении нашего сына. Во-первых, я хочу донести общественности, что он пока подозреваемый согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса. Согласно требованию того же кодекса, пока вина подозреваемого не доказана решением суда, которое вступило в законную силу, к нему должны относиться как к невиновному. Согласно тем материалам, которые мне предоставил адвокат, которые были указаны в ходатайстве стороной обвинения при избрании меры пресечения, там есть такое понятие, как доказательная база. Так вот, понятие есть, а самих доказательств нет. То есть ни один свидетель, который был на месте совершения преступления, которое произошло в 19 часов 22 минуты 19 июля 2024 года по адресу Львов, улица Масарика, дом 3, ни один свидетель не утверждает, что именно Зінченко Вячеслав был в это время в этом месте. Никто не видел момента убийства. Никто из свидетелей не может вообще сказать, что кто-то там был. Что кто-то кого-то видел, кто-то куда-то бежал, кто-то что-то надевал, кто-то что-то держал в руке. Камеры в этот момент тоже почему-то, наверное, в знак несогласия с чем-то не работали. Хотя там двор, мы были с адвокатом во дворе, там двор утыкан камерами. Камер много, но почему-то в этот момент они почему-то не работали. Я говорю, наверное, это было в знак несогласия с чем-нибудь. Или, возможно, это так. Но возможны и варианты. Но возможно, что да. Всемирный заговор. Потом относительно того фото, которое распространено в сети, где сидит какой-то человек в шляпе и в очках, стороной обвинения, по крайней мере не предоставлено суду, что это лицо и Вячеслав Зінченко являются одним и тем же лицом. Поэтому с точки зрения того, что предоставила сторона обвинения, вообще невозможно утверждать, что Вячеслав Зінченко причастен к этому. Кроме этого, 16 июля вообще они сами в ходатайстве указывают, что этот человек сидит в определенное время во дворе Фаріон, и в то же время камерами зафиксировано присутствие Вячеслава Зінченка в помещении, которое он снимал. Зафіксована наявність Вячеслава Зінченка в помешканні, яке він знімав. Тобто це вже є нестиковка велика. То есть это уже огромная нестыковка. Они пишут по совокупности. Смотрите, совокупность доказательств есть, но самих доказательств нет. Такая вот незадача. Еще хочу обратить внимание. Я вообще о том случае, который произошел в апелляционном суде по избранию меры пресечения. Там дочь Фаріон, потерпевшая в этом уголовном производстве, она вообще обнималась с прокурором, представляющим сторону обвинения.
Это, по моему мнению, за пределами здравого смысла, о какой беспристрастности и объективности расследования можно говорить. Еще о том, что на сайте нацполиции в разделе новостей 26 июля 2024 года в 14 часов 31 минута появилось сообщение о том, что нацполиция уже раскрыла это преступление. Но в это время заседание по избранию меры пресечения подозреваемого еще не завершилось, а полиция уже раскрыла. Я спрашиваю общественность, это беспристрастность и объективное расследование? Конечно, нет. Тогда у меня есть вопрос. А тоді в мене питання, бачите, Видите ли, если вы говорите, что во Львове Ирина Фарион обнималась? Вона обнімалась з... А як... Не Ирина, а донька. Не Ирина, а дочь. Простите, дочь Ирины Фарион. Як, Как вообще львовяне к вам взагалі, относились там? Львів'яни до вас ставилися там? Пусть жена ответит. Знаете, я была вражена. Знаете, я была поражена такой чуткостью львовян. Они подходили, спрашивали, говорили, что мы за вас. Мы знаем, что он невиновен и вообще не причастен. И поэтому я очень благодарна и львовянам, и тем, кто приехал на этот суд. Было очень много народу, и поэтому я была очень даже рада, что столько людей поддерживают нашу семью и Славика. И тому я була дуже навіть радісна, що стільки людей підтримують нашу родину і Славка. Славка, ну, дякую, да. А тепер питання Спасибо. по суду. А теперь вопрос, не только по суду, вопрос об адвокате. Люди смотрят, и кто-то недоумевает, почему именно этот адвокат. Из вашего интервью я понял, что вам кто-то его порекомендовал. Это был другой адвокат, или кто это был? Нет, это были мои знакомые, скажем так, мои побратимы. Это были мои знакомые, мои побратимы по службе. Я сейчас военнослужащий вооруженных сил, мобилизованный в начале 2023 года. И когда мне жена сообщила 25 июля, что Славика задержали по подозрению в этом преступлении, то, соответственно, нужно было очень быстро найти человека, который согласился бы защищать, и который смог бы это делать именно во Львове. Могла это робити саме у Львові. Я вспомнил такой момент, и потом вернусь к адвокату. Момент, когда было задержание, это было как-то связано с вашим автомобилем. Там вообще, это выходит за пределы здравого смысла. Они устроили ДТП с моим автомобилем для того, чтобы выманить жену из квартиры. Когда жена подошла к стоянке, к ней подошли 4 представителей нацполиции. Сказали, что она по приметам похожа на женщину, которая ограбила какую-то бабушку, и она очень похожа по приметам. И нужно осмотреть ее вещи. Когда осматривали сумочку, то забрали ключи от квартиры. Один сотрудник куда-то ушел. Теперь мы понимаем, что он открывал двери группе захвата. А 3 других сотрудников удерживали ее у стоянки и даже не позволяли позвонить. А 3 інших співробітників її утримували біля стоянки, навіть не давали можливості зателефонувати. А як тепер страховая компания? И что теперь? Страховая компания, я так понимаю. Я на это государство не очень надеюсь, поэтому у меня автомобиль застрахован. Поэтому, но ведь это не повод так делать. Для меня вообще удивительно, зачем было так задерживать. То есть я понимаю, что нужен был просто фарс, какая-то картинка для СМИ. Вопрос, зачем? Если бы нам сказали, скажите, чтобы Славик вышел, он бы вышел. Скажіть, щоб Славко прийшов, він би прийшов. Да, ну повернемось до адвоката. Выбрали, да, захисника. Но вернемся к адвокату. Вы выбрали адвоката. А есть ли полное к нему доверие? У меня полное доверие. Я тоже полностью доверяю и внимательно слушаю все, что он сообщает после встречи со Славой. Для меня это очень важно. Он встречается со Славой? Да. Конечно, да. Да, он встречается. Нам нельзя, а ему как адвокату можно. А сколько встреч у него уже было? Ну, несколько было. Несколько было, 3 или 5. Честно не считал. Может 3, может 5, честно. А они длинные такие встречи. Или есть какой-то регламент. Ну, они длятся столько, сколько нужно адвокату, чтобы выяснить то, что он хочет выяснить. Тогда еще такой вопрос. А к чему вас адвокат готовит? Длинным ли будет это судебное дело? Ну, к сожалению, согласно требованиям ИПК, досудебное следствие может занять до 12 месяцев. Исходя из всего того, что на сегодня есть вокруг этого дела, мы себя готовим. Мы стараемся сделать все, чтобы он вышел как можно скорее, но морально готовимся к тому, что процесс может затянуться.
процес може затягнутися. Дуже довго, так. Мгм. А я дуже сподіваюся. Очень вірю долго, в да. те, А що я очень надеюсь и скоро верю я в то, что его скоро я его побачу и увижу и обниму на свободе. свободе. То есть, знаете, Тобто, эти судебные знаєте, дела могут да, ці затягиваться, судові но я надеюсь, что не с справи, моим сыном. можуть затягуватись, але я сподіваюся, не з моїм сином. Ну, надія є. Так. А, Но надежда есть. Дивіться, Смотрите, якщо если есть надія є, надежда. а, Я так я так понимаю, розумію, вы имеете не только ви, надежду, ну, а какие-то не тільки надію предпринимаете маєте, а шаги якісь для того, чтобы кроки это приймаєте произошло. для того, щоб Как це возникла здійснилося? идея сбора средств на Як правовую з'явилася помощь? ідея збору И почему коштів на правову заявленная допомогу? цифра, І она такая, чому, многие говорят, заявлена слишком цифра, большая? така, багато хто каже, завелика. От там, Можно я скажу скажу, о бо начале? я- Да. Потому что я создавала я эту банку, заводила, да, и это цю было даже не в банку. первый день и не во И, второй, потому что это был многие навіть начали не в звонить, перший день, поддерживать не и в говорят, другий, куда бо, вам сбросить деньги, багато людей помощь, потому что почало нужен адвокат, телефонувати и очень много. підтримувати, і Я кажуть, сначала куди давала свою карту, а вам потом мне сказали, что лучше открыть скинуть, специальную так, карту, чтобы туда гроші, сбрасывали помощь, деньги. Но чтобы это потрібен было прозрачно. адвокат. И поэтому І я дуже открыла. багато. Я никогда спочатку такого не дала делала, свою но карту, сделала. а потім мені сказали, що краще відкрити спеціальну картку, щоб туди скидували гроші. ну, щоб це прозоро було. Так, так. І тому я відкрила, я ніколи такого не робила, але зробила і Давайте я скажу як професійний Давайте бухгалтер, я чого скажу цифра как 500 профессиональный тисяч. бухгалтер, почему цифра 500 по-перше, тысяч. Во-первых, мы розглядаємо рассматриваем необходимость, потребу, что, скоріш за скорее все, всего, буде будет еще один у адвокат справі. по Це делу. теж вимагає Это тоже коштів. требует Ну, средств, тому що справа потому что резонансна, дело справа резонансное, дело очень объемно объемное по по своему своему материалу материалу, будет, и сторона и обвинения, например, обвинувачения, сегодня например, заявляет, на что сегодня они заявляет, заказали что они 22 замовили экспертизы. 22 Соответственно, експертизи, их і, все нужно відповідно, будет їх усі треба проверять. буде И один перевіряти. адвокат І, просто ну, один физически не адвокат справится просто с фізично таким не може объемом работы. впоратися Поэтому, з возможно, таким будет об'ємом даже не два адвоката. роботи. Тому, Это мы будем еще може, навіть обсуждать с буде не нашим два адвоката, адвокатом, може, нам- какая ну, це ми потребность ще и на будемо каком этапе обговорювати з будет. нашим адвокатом, Но как яка минимум потреба, будет на якому много етапі экспертиз. буде. Это все средства, Ну, будет як много мінімум, ходатайств. буде багато Будут експертиз, судебные це все издержки. кошти, буде Издержки багато будут, дай клопотань, бог, чтобы их хватило. Тому Да, разумеется. Витрати судові Да, будуть. витрати будуть, дай Боже, щоб їх вистачило. Так, зрозуміло. Ну і таке питання, може, не дуже И такой вопрос, красиве. может, не до очень колег. приятный для коллег. Як Как зараз относитесь к СМИ? відноситеся до ЗМІ? по-різному, дуже по-різному. По-разному, Я, очень по-разному. коли давала Я когда давала интервью в зале там, суда, в залі суда, это мое це первое было моє интервью. перше було И я інтерв'ю. понимала, что нужно защищать І своего я сына. розуміла, И що потому я треба смотрела на захищати журналистов, свого сина. можно сказать, впервые. Тому И я видела очень дивилася чуткие лица. на Я не журналістів, скажу, что они можна нападали. сказати, вперше. Задавали очень нормальные Я вопросы. бачила дуже То есть я чудні отвечала и не обличчя. ощущала Я не какого-то скажу, давления. що вони там нападали, задавали дуже нормальні питання. Тобто я відповідала і не відчувала якогось тиску, можу так сказати. Ось те, що потім бачила в Ютубі, це, звісно, не дуже порадувало. Могу так сказать. Ось Но так. то, Тобто что потом такий увидела в досвід, він Ютубе, є, это, конечно, не очень обрадовало. і я його То есть приймаю такой такий, опыт, як он він есть, є. и я так его сталося, принимаю що таким, как он есть. Усі журналісти якось Так случилось, чем на что не поводу все этой информации, журналисты какую как-то они некорректно выкручивали, использовали так? информацию, Багато которую они перекручують цю получили. інформацію і Многие подають, извращают эту информацию и навіть, подают даже не в том порядке, в каком я ее не подавала в тому или муж. порядку, в якому там я викладала або чоловік. Ну, дивіться, ставили на до ЗМІ. Смотрите отношение к СМИ. С одной стороны, С если одной бы отношение стороны, такое как бы, неоднозначное, но с другой ставлення, стороны ну, общество таке увидело, неоднозначне, чего стоят но з наши іншої СМИ. сторони, Это очень хорошо суспільство проявилось. побачило, чого Я в коштують комментариях наші читал, ЗМІ. почти Оце все, кто дуже смотрел добре потом эти проявилось. Я в интервью, комментариях писали, читав, что всі, простите, что я майже говорю это в всі студии, подивилися, глядя вам в потім глаза, ці інтерв'ю может это писали, какое-то що, заденет я ваше вибачайте, профессиональное що я кажу це в достоинство. студії, глядя вам в Говорили, очі, что може, украинская так, це журналистика, якось к заділо, сожалению, що это професійно. уже за пределами Ну, казали, какого-либо що, здравого смысла. Українська журналістика, на жаль, це вже за межами теж якогось здорового Ну, глузду. професійні хвороби, я так Да. вважаю, є і за кордоном. Профессиональные За болезни, це, да, я так считаю, есть и за профдеформація границей, Просто ми и в якраз зарубежных з сином, до СМИ. речі, Профдеформа Славко закінчив ЦЕ, она перший факт существует. журфака, він Мы как ваш раз с колега. сыном, кстати, Да, Слава да, закончил колега. первый факт Навчається журфака, він, он ваш коллега, нашому місцевому будущий ДНУ. коллега.
Учится он в нашем местном, на заочном отделении. Здесь мы с ним после сессии разговаривали насчет журналистов. Он как раз мне как в воду смотрел. Говорил, что, папа, нет уже у нас украинской журналистики, это какая-то такая очень своеобразная вещь. Но да, у нас есть такие профессиональные болезни, не без этого. Спасибо, возможно, у кого-то, может быть, совесть проснется. Может быть, буде, совість може в кого проснеться, да? Да. То в мене тепер по тому, як відбувалися ці події, так? От в мене таке питання. Теперь о том, как происходили эти события. У меня такой вопрос. Ситуация с пребыванием Славика во Львове. А вы были в Тернополе, насколько я помню. Нет, я приехала позже. Вы позднее А приехали, позже, да. и вы Вы повинні позже були приехали, и вы зустрітися в должны были встретиться в Тернополе. Я когда ехала, я хотела встретиться с сыном в Тернополе. Да, я ему позвонила из автобуса и говорю, я буду в Тернополе, можем ли мы встретиться? Он сказал, что он во Львове. Він сказав, що він у Львові. Ось так, тому... Вот так. Я могу сказать насчет пребывания во Львове. Многие спрашивают, что он там делал. Ну да. Я, к сожалению, нахожусь в рядах ВСУ, дома уже давно не был. К сожалению, дали отпуск из-за такого печального события. Мы с ним общались либо по телефону, либо через какие-то мессенджеры. Он говорил, что хочет встретиться со своими друзьями, с которыми он учился на курсах операторов БЛА. Учился ли он на кого? Весной? Да, в марте он закончил курс операторов БЛА именно во Львове. И, возможно, каких-нибудь ребята его пригласили. Но те ребята. Он сказал, что едет на встречу с теми ребятами, с которыми он учился на этих курсах. Что это будет либо Львов, либо Ивано-Франковск, либо Киев. Все там спрашивают честно. Мне все равно, куда он бы поехал. Ему важно было. Семья дала такую, и отец и мать, мы дали ему такую возможность поехать. Да, возможность поехать. Все говорят, где он деньги взял. Но мы дали, родители дали. Семья есть, да. Так, це зрозумів. Так, я ще хотіла додати, Да, это що він понял. купував Да, я квитки, еще хотела просто добавить, в что он останній покупал день билеты. квитки ще Прямо в повертали. последний день билеты И еще тому возвращали. купив И потому такий купил квиток, такой я билет. не знала, Я не куди знала, він їде куда он насправді. уезжает на самом Я деле. думаю, А обвиняют мать и не знала, где сын, в каком городе. Ну, конечно, не знала. Ну, простите, сыну уже 18 лет. Ну, поскольку уже говорим о сыне. Поэтому не такой последний, но, пожалуй, развернутый вопрос. Я бы хотел на него получить развернутый ответ. Розкажіть про Вячеслава, Расскажи о Вячеславе, о том, каким ребенком он был, каким он стал уже в подростковом возрасте и юношестве, каким он стал, ваши личные рассуждения. Расскажите. Я думаю, это будет интересно. Чем он занимался, чем интересовался. Розкажіть. Я думаю, це цікаво буде. Чим він там займався, чим цікавився? Давайте я почну, потім дружина підхопить. Перше, я хочу сказати, що Давайте я начну, потом жена подхватит. Первое, я хочу сказать, что имя пишется без апострофа. Он Вячеслав Зинченко. Разумеется. Спасибо, спасибо. Согласно своим документам, он рос обычным парнем. С 6-5 лет он начал заниматься футболом по месту жительства. Футбольный клуб «Парус». И так получилось, что футбол стал дальнейшим смыслом его существования. Он все время проводил на футболе, тренировался. У нас в 1-й, 2-го, 3-го года он разбил в доме мячом все, что можно было разбить. Это нормально для футболистов. Кстати, он играл в детской юношеской футбольной лиге. Правда, уже не в команде «Парус», а в команде «Интер». Он там отыграл полных 4-го сезона. Всі повністю 4 сезони він там відіграв. А хто його тренером був? В «Парусі» був Трикос Дмитро Юрьевич. А кто был его тренером? В «Парусе» был Трикос Дмитрий Юрьевич. В «Интере» был Капитонов Геннадий Сергеевич. И потом он немного поиграл. И там уже был Левыч Олег Иванович. Всех тренеров он знает лично. Да. Поэтому все ребята, занимающиеся футболом, все его хорошо знают. Видели только на футболе. Он даже иногда в начальных классах где-то пренебрегал обучением. К сожалению, это есть у футболистов. Все время занимался тренировкой. Нехтував навчанням. Да, на жаль, це є у футболістів. Весь час займався тренуванням.
Ну, вже потім десь років 16. Уж потом где-то лет в 16, когда началась война, была возможность уехать из страны. Он сказал, что из страны не уедет, останется. И стал очень интересоваться всяким национальным движением, украинским национализмом, жизнью Бандеры, Шухевича, Коновальца. Перечитал всю литературу на эту ему. Он даже купил себе кофту с фотографией Бандеры и надписью «Наш герой Степан Бандера». Він навіть купив собі кофту, де фотографія Бандери, наш герой Степан Бандера. Ну, це сталося, я так розумію, виключно, коли Это произошло, я так понимаю, исключительно, когда началось полномасштабное вторжение. Да, Он резко изменился, когда началась война. Я даже не ожидал. Я думал, что они с женой уехали из страны. Я знаю, такая у меня информация есть, что даже приглашали вас. Я знаю, что очень много ваших знакомых уехали в Германию, и они вас с собой тянули, но вы не уехали. Они нас действительно приглашали и даже настаивали на том, чтобы мы уехали из страны. Для славы там, говорили, футбольная карьера. Очень привлекательно. Футбольна кар'єра, там ще, знаєте, там дуже багато привабливо. Ну так воно і є, в мене з того кола людей дуже багато. Так оно и есть. Люди этого круга очень многие учатся в колледжах и в учебных заведениях в Германии. На тот момент ему еще не исполнилось 16 лет, ему было 15. Но он остался, и я тоже осталась. Мы даже волонтерили вместе в начале войны. Он помогал, и я даже вспомнила такой случай, когда мы раздавали еду на вокзале. Одному человеку стало плохо, и он первым ринулся на помощь. Випадок, коли ми роздавали їжу на вокзалі. Одній людині стало зле, і він перший ринувся на допомогу. Разом з їжею життя ви роздавали? Вместе с едой вы раздавали жизнь, да. Да. И он так, первый, то есть я не заметила и продолжала раздавать еду, а он побежал помогать. И эти качества, я думаю, это из футбола. Там всегда сопернику пожимают руку, помогают. Спортивная такая привычка. Побіг допомагати, так. Тобто, і ці якості, я думаю, це із футболу. Там завжди супернику пожимають руку, допомагають стати. І він як капітан був також. И он как капитан был также этому обучен. И еще я хочу добавить по детству Славка, что мы с мужем его воспитывали в любви, в радости. Он не ходил ни в какие детские сады, у него не было каких-то нянь. То есть я точно знаю, что... Він не ходив ні до яких дитячих садків. У нього не було там якихось нянь. Тобто я точно знаю особисто, Мама виховувала його, коли він був. Мама воспитывала его, когда он был маленький. Но я знаю круг людей, с которыми вы общались как мама. И я понимала, о чем идет речь, что это такие очень ориентированные на детей люди. Да. Я действительно очень люблю своего сына. И я уже говорила, горжусь и буду гордиться им. Люблю свого сина. І я вже казала, пишаюсь, і буду надалі пишатися ним. А вы продолжаете работу учительницы до сих пор, да? Вы учитель, да. так? Вы учительница, да. Да, я учительница, Ну, понятно. то Это не только семейное, но и профессиональное. Кстати, у отца тоже есть педагогическое образование. Даже так. Вы не только бухгалтер, но еще и... У меня 2 высших образования. Одно техническое, другое. Я уже просто с 17-го года начал тренировать Славу физической подготовки в футболе. И я сам какой-то нереализованный спортсмен. Так вы так вы по профессии тренер и учитель физической культуры. Да, я тренер, тренер-преподаватель. Окончил Запорожский КПУ, магистратуру. Кстати, у меня есть футбольная лицензия Украинской ассоциации футбола в этой категории. Даже так. Вижу. То есть я в футболе тоже не посторонний человек. Конечно. Потому ребенок и выбрал футбол. Потому что у него есть родительский пример. Есть с кем общаться на общие темы. Расскажите, кроме футбола, какие книги читал Слава? Давайте начнем. Как раз он стал подростком. И далее до войны
когда я его тренировал, и очень много мы с ним общались, мы стали очень близки. Он был открыт по отношению ко мне. Он стал интересоваться как раз в 22 году социальными науками, отношением между общественными группами, социологией, политологией, психологией общества, государственным устройством. Он даже хотел поступать вообще на политологию, но на заочном отделении не было политологии. Ближайшее, что он нашел, это журналистика. Він навіть хотів поступати взагалі на політологію, але на заочному відділенні не було політології, і найближче, що він знайшов, це журналістика. Большую часть времени, которое было свободно от тренировки, он что-то читал или смотрел какие-то образовательные ролики. Полиция его представила таким преступником, который на ультраправых каналах в Телеграме общался. Я этого не видел, полиция мне тоже эту информацию не предоставила, что он действительно общался, и я не знаю, так это или нет. Но пусть оно возьмут его список воспроизведения в Ютубе за последние 2 года, так как они взяли его, и ноутбук, и телефон. Посмотрят, какие ролики он смотрел, и все станет понятно, что это за человек. Я слышал, что сказали, что он очень проукраинский юноша. Один из чиновников говорил. Конечно, почему они еще рассказывают, что он общался с какими-либо российскими сообществами, мне это непонятно. Нам это неизвестно. У меня был допрос, как свидетеля по этому делу, следователь мне такой информации не предоставил. Такой информации не надал. Конечно, они, наверное, не предоставят, пока дело не дойдет до суда. А почему же тогда она появилась в общей сети? Это вопрос к нашим следователям. Просто есть утечка информации, причем преждевременная. Я так понимаю, их было много. Я еще раз говорю, что сейчас говорить об объективном и беспристрастном расследовании оснований, к сожалению, нет. Об'єктивне і неупередження розслідування підстав, на жаль, немає. І пані Олено, ви хотіли Так, додати? я хотіла додати, то показовий був. Да, я хотела добавить, был разговор со Славой. Я спрашивала, как он сдал сессию, и он сказал: «Мама, ты не волнуйся, потому что книги, которые там предлагают, я прочитал еще в 9 классе. И поэтому я поняла, что ему действительно легко, и что он уже в 9 классе читал такие взрослые книги, которые сейчас предлагают в университетах. И он сам выбирал книги и просил: закажи мне эту, закажи ту». Когда ему еще не исполнилось 18, а потом он сам заказывал. Пропонують в університетах. Тобто, і він сам вибирав книжки і казав: замов мені таку, замов таку. Ну, коли йому не виповнилось 18, а далі він сам замовляв. Ну і я так розумію, що его таким ориентиром И я так понимаю, что его ориентиром на будущее было возвращение. Он хотел попасть в состав ВСУ. Да, в январе месяце у нас с ним был разговор. Он сказал, что хочет идти воевать. И хочет, поскольку отец пехотинец, он решил: я тоже хочу в пехоту. Мне удалось привести такие доводы, чтобы он пошел на курсы операторов БЛА. Потому что это тоже очень важное направление. Сейчас в современной войне без дронов воевать невозможно. Ему понравилось. Понравилось, да. Дронів неможливо воювати. Ему сподобалось. Сподобалось, да? дуже. А сколько длились эти курсы? Но они не продолжительные, где-то 10 или 14 дней. Я ему говорил, что у нас есть подобные курсы в Днепре. Я хотел, чтобы он пошел совершенствовать свои навыки. Он даже собирался, и даже в нашей 128-й бригаде Днепропетровской ТРО он нашел должность оператор БЛА. Я не знаю, успел ли он или не успел подать на вакансию или нет. Знайшов посаду в інтернеті. Оператор БПЛА. І навіть, я не знаю, встиг він, не встиг там подати свою вакансію чи ні. Дуже хотіла подякувати всім, Очень хто хотела підтримує поблагодарить нашу всех, родину, кто поддерживает всім, нашу хто семью, телефонували, всем звонившим, всем, кто помогал и поддерживал морально, и физически, и занимался, всех, кто говорил о Славике.
Знаете, говорят підтримував так, что человек морально і представляет собой фізично, то, что о і нем говорят обіймав. окружающие. Всі Так что я показали услышала о своем Франка. сыне столько Знаєте, хороших и положительных каже сведений. так, Даже що я не знала людина столько собою хорошего. уявляє И то, хочу те, поблагодарить що про всех. нього кажуть Я безгранично оточуючі. благодарна. Так Из я Украины, почула про из свого Польши, из сина Германии, стільки из добрих, Швейцарии, из гарних, Канады, из Италии, из позитивних, Чехии люди пишут и поддерживают. відомостей. То есть поддержка Навіть огромная, я я ее не все ощущаю. знала. Поэтому благодарю Стільки, всех бесконечно. Стільки доброго. І хочу подякувати всім. Я безмежно вдячна в Україні, в Польщі, в Німеччині, в Швейцарії, у Канаді, у Італії і навіть і в Чехії також. Писали люди, дзвонили і передавали підтримку. Тобто це вже така велика, і я її відчуваю. Тому дякую всім безмежно. Ну, я теж приєднуюсь до подяк дружини, теж мені взагалі як військовослужбовцю. Да. ця Я тоже подія присоединяюсь дуже к благодарности вразила. жены. Меня как Тому я военнослужащего вдячний это событие всім, очень хто поразило, підтримував, поэтому вдячний я всім, хто благодарен допомагав всем, кто матеріально. поддерживал и Всім помогал дуже велике материально. дякую. Всех очень благодарю. Дякую, что пришли, Спасибо, что что пришли, рассказали. что рассказали, что такая возможность Такая появилась, и вы возможность позвонили, и мы появилась, смогли вас телефон. пригласить. И мы Я смогли напомню, вас что запросити, сегодня нашу так. студию посетили родители Я Вячеслава, нагадаю, що Зинченко, сьогодні у нас Федор у и студії Елена. завітали батьки Вячеслава Спасибо, что Зінченко, были с нами. Федор та Увидимся. Олена. Дякую, що були з нами. Побачимось.